Приветствуем всех любителей путешествий на нашем канале «Успеть все». Сегодня 23 июля, 4 часа пополудни, и мы находимся в любимом Бресте. У нас есть всего пару часов свободного времени, и мы решили прогуляться по самой туристической улице города – Советской. А так как здесь собрано множество интересных объектов, у нас точно будет о чем рассказать. После просмотра этого ролика вы сможете смело приезжать сюда с вашими близкими и сознанием дела показывать им все достопримечательности этой уникальной улицы. Кстати, дорогу из Минска в Брест мы тоже сняли. Ссылку на это видео мы оставим в описании. Ну а если вы не можете приехать, то тем более смотрите этот выпуск. Благодарим всех, кто уже подписался на канал, а также тех, кто сделает это прямо сейчас. Пора начинать, чтобы успеть все. Улица Советская начинается с указателя времени зажжения уличных фонарей, а зажигают их на закате, поэтому и график у фонарщика плавающий. И туристам стоит об этом помнить и, как говорится, сверять часы. Кстати, дизайн указателя заметно изменили. Честно говоря, предыдущий вариант нам нравился больше. На самом деле начинается улица Советская, а точнее нумерация домов, совсем в другом месте. А именно от улицы Орджоникидзе, недалеко от автовокзала, а заканчивается у набережной реки Муховец. Это еще 2 квартала отсюда в обратном направлении. Если вы приехали на поезде или автобусе, то начинать прогулку можно от улицы Орджоникидзе. А если на машине, то лучше запарковаться в районе перекрестка проспекта Машерова и улицы Советской и начинать прогулку от указателя времени зажжения фонарей. В конце 19-го, начале 20 веков эта улица была поделена на 2 части, и каждая имела свое название – Миллионная и Полицейская. В 1919 году Брест стал польским, и улицы объединили под названием Ежи-Домбровского по имени командира, который возглавлял кавалерию, вошедшую в город. В сентябре 1939 года Западная Беларусь была присоединена к БССР, и улица стала Советской в первый раз. В 1941 году, во время немецкой оккупации, улицу переименовали сначала в честь Тараса Шевченко, а в 1943-м в Генералштрассе. Но уже через год Брест был освобожден. Улица, естественно, снова стала Советской, и таковой и остается по сей день. В 2009 году на Советской установили памятный знак «Старый фонарь» в виде огромного камня, над которым возвышается летучая мышь, держащая в лапах керосиновый фонарь. Надпись на камне на старорусском языке. Это наказ главы города об учреждении должности фонарщика, который ежедневно обязан зажигать фонари, как солнце сядет. Мы обязательно дождемся заката и вернемся на это место. Рядом 3-этажное здание в стиле модерн. Аптека Гринберга.
В 1925 году его построил архитектор Соломон Гринберг. На первом этаже находилась аптека его жены. Она была провизором. Выше – жилые помещения. Семья Гринберг счастливо жила и работала в этом доме с 1925 по 1939 год. Но с приходом советской власти аптека была национализирована. Сразу после нападения немцев на СССР летом 1941 года Гринберг с женой Фаной и сыном Яковом уехал к отцу в деревню под Жабинкой. Но немцы пришли и туда. Какое-то время Гринберги прятались в подвале старой деревенской школы, чтобы не попасть в гетто, созданное фашистами. Снабжение продуктами взяла на себя соседка. Гринберги ей платили. Но когда деньги кончились, женщина, видимо, решила избавиться от обузы и стала подкладывать в приносимую картошку мышьяк. Но аптечный провизор Фана Гринберг быстро распознала отраву и тем самым спасла всю семью. Это рассказал сын Соломона и Фаны Гринберг Яков, который через полвека приехал из Америки в Брест и не только посетил аптеку своего отца, но и отыскал ту самую женщину. У этой истории все же счастливый финал. Все пережили войну. После освобождения Бреста Фана Гринберг даже успела поработать в собственной аптеке управляющей и в июле 1945 года была представлена к значку «Отличник здравоохранения СССР». Но год спустя семья приняла решение эмигрировать из Союза. А аптека в доме 101 так и продолжала работать и во время войны, и после нее. Работает и сегодня, и в этом ее уникальность. Большинство домов на Советской были построены еще в начале прошлого века польскими евреями-торговцами. Первые этажи занимали торговые ряды, ювелирные мастерские, цирюльни и банк. Дома зачастую имели лишь фасад из кирпича, остальные стены были деревянными. К такому решению вынужденно прибегали менее состоятельные граждане. И возводились здания часто на скорую руку. Неудивительно, что спустя более сотни лет многие постройки стали попросту разваливаться. Поэтому все здания на Советской сегодня либо отреставрированы, либо отстроены заново. После того, как часть улицы сделали пешеходной, за ней закрепилось название Брестский Арбат. Многочисленные рестораны, магазины стараются выделиться на общем фоне. Вот здесь, например, установили необычную инсталляцию, сделанную из металлолома. Коза с козленочком. Кинотеатр «Беларусь». На этом месте до 1939 года размещалась большая хоральная синагога, построенная в 1861 году на средства иудейской общины города. В Бресте проживает самая древняя еврейская община в Восточной Европе, и многие века евреев здесь было куда больше, нежели белорусов.
Круглая синагога была точной копией центральной Иерусалимской синагоги. Сразу после оккупации Бреста синагога была разграблена. В ней организовали склад. Туда после погромов свозили вещи евреев. После освобождения Бреста в 1944 году в здании открыли кинотеатр. В 1976 году провели реконструкцию и на несущих стенах синагоги фактически заново построили современный кинотеатр «Беларусь». Велопарковка у кинотеатра – отдельный арт-объект. А это светомузыкальный фонтан. К сожалению, сегодня будний день, и фонтан заработает только в 5 вечера. А по выходным его включают уже в 10 утра. Арт-объект для фотосессии. Любовь есть. Мы дошли до улицы Гоголя. На пересечении с Советской находится памятник тысячелетия Бреста. Общая высота 15 метров. Был возведен в 2009 году на пожертвования горожан и средства города. Кстати, свое тысячелетие город отметил в 2019 году. Венчает монумент ангел, заступник и защитник древнего Берестия. Чуть ниже расположены фигуры известных исторических деятелей. Князь Владимир Василькович, великий князь Витовт, Николай Радивил Черный, а также собирательные образы горожан. Под скульптурами идет круговой горельеф, на котором изображены 6 важнейших моментов истории Берестия. Легенда об основании города. Ехал купец и застрял в болоте. И чтобы выбраться из него, приказал своим слугам уложить гать из бересты. Отсюда и пошло название Берестия. Строительство города. Участие берестейцев в Грюнвальдской битве 1410 года. План войны, результатом которого стала победа под Грюнвальдом, был разработан в Берестейском замке великим князем Витовтом и польским королем Ягайло. Но на памятнике решили изобразить фрагмент самого сражения. Издание Берестейской Библии. Оборона Брестской крепости 1941 года. Освоение космоса. Эта тема также не случайна, ведь первым из белорусов в космосе побывал Петр Климук, уроженец деревни Комаровка Брестского района. Знающие люди говорят, что открытие памятника ознаменовалось неприятным курьезом. В общей сложности в надписях на памятнике
авторами было сделано 75 орфографических ошибок. Мы не проверяли, но будете в Бресте, попытайтесь найти хотя бы несколько. На указателе одно из первых наименований этой улицы – Миллионная. На самом деле это памятник станку по чеканке монет. Именно в этом месте в 1665 году был открыт первый на территории современной Беларуси монетный двор. Счастливый сапог обещает каждому, кто его примерит, доход неслыханный и в делах денежных везение. Ежегодно этот сапог примеряли тысячи ног, да и снаружи терли на удачу. В результате металл протерли до дыры. Пришлось восстанавливать популярную достопримечательность. А еще рядом стояла медная трость, чтобы было на что опереться. Но ее вырвали и украли. Вандалы, к сожалению, есть везде. Памятная доска в честь обретения в 1390 году городом Берестием магдебургского права. На основе этого права в городе создавался выборный орган самоуправления – магистрат, и устанавливался свой собственный суд. Получая самоуправление, горожане в случае войны выходили защищать не только государство, но и свою городскую независимость, свои свободы. Берестия был первым из белорусских городов, который обладал привилегией на самоуправление. Через год магдебургское право получил Гродно, а вот, например, Киев и Минск только через 100 лет. К сожалению, магдебургское право в Бресте и во всех западных губерниях было отменено по указу Екатерины II в январе 1795 года. То есть оно просуществовало в Бресте более 400 лет. Заметьте, без магдебургского права Брест живет всего 230 лет. Дом впереди по адресу Советская, 29, имеет примечательную историю. Когда Брест был частью Российской империи, в нем размещалась Царская женская гимназия. Позднее, уже в польском Бресте, здесь находился один из самых больших кинотеатров города – Адрия. После прихода советской власти кинотеатр стал называться «1 мая». В годы фашистской оккупации здесь показывали кино для немецких солдат и офицеров, а на первом этаже кинотеатра располагалось легендарное кафе Краневского. Только здесь подавали югославскую бузу. Это такой слабоалкогольный ферментированный напиток, вид пива. Теперь здесь нет ни бузы, ни кинотеатра. Он был закрыт в 2012 году. А кафе все же есть, но уже другое. Сейчас всеми мы идем в...
Городские часы. По бокам постамента установлены отлитые в металле щиты с гербами Бреста в разные периоды своей истории. А на верхушке часов фрагмент нынешнего герба. Кажется, часы еще и музыкальные. В начале каждого часа должна звучать одна из 7 мелодий. Но мы не будем ждать так долго. Проходим улицу Пушкинскую. В этом месте заканчивается пешеходная часть улицы Советской. Но мы пройдем дальше. Нас ждут еще несколько интересных объектов. Скульптура «Старый город» появилась в Бресте в 2008 году. Такая форма возникла неспроста. Скульптура маскирует вентиляционное отверстие. В народе ее называют по-разному. Влюбленные коты, месяц март, коты на крыше. Говорят, позировали скульптору настоящие местные котики. Старый типовой универсальный магазин. Он был открыт вскоре после войны в 1947 году. В конце 70-х универмаг переехал на проспект Машерова, а здесь разместился детский мир. Православная воскресная школа. Что мне принесли? Свято-Никольская братская церковь. Построена в самом начале XX века на средства ветеранов русско-японской войны и православного Николаевского братства. Пятикупольный храм символизирует пятимачтовый корабль. Службы в церкви проводились до 1961 года. В 1962 с него спилили все кресты на куполах, разрушили иконостас и выкинули киоты с иконами. Здание храма использовалось как хранилище Государственного архива. Заново Свято-Никольская братская церковь открылась в начале 90-х. Памятник морякам в честь столетия Цусимского сражения. Установлен в мае 2005 года. Сегодня мало кто представляет, что это за событие. Напомним. В середине мая 1905 года в районе острова Цусима, это Корейский пролив, произошло морское сражение, ставшее последней решающей битвой русско-японской войны 1904-1905 годов. В Цусимском сражении российская эскадра была полностью разгромлена и потерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии. Мы вышли на улицу Мицкевича. Это бювет-беседка. Состоит из 2 питьевых фонтанчиков и 2 колонн. Бювет запитан из водопроводной сети. Питьевые фонтанчики декорированы плитами с гербом города. Бювет действует только летом.
Розовый дом ныне это психоневрологический диспансер, а построен он в середине XIX века помещиком старинного польского рода Павлом Ягменовым. Верхний этаж особняка занимали родители. В нижнем располагались 4 больших зала, которые открывались только к приезду знатных посетителей. После революции какое-то время на первом этаже размещался культурно-просветительский белорусский центр. За перекрестком мы видим зимний сад Брестского государственного университета. Первая учебная теплица была построена еще 60 лет назад, но в 2010 году на ее месте возвели новую, более современную конструкцию. А рядом кирпичное здание начала XX века. Это бывшая царская мужская гимназия. Хорошо видно, что изначально здание было двухэтажным, с эффектным карнизом второго этажа. Здесь в течение 4 лет мальчики получали среднее образование. Что же они изучали? Русский, французский, немецкий и латинский языки, историю, географию, естествознание и математику. Также в программу входили уроки по рисованию, чистописанию, музыке и пению. И, естественно, для православных и католиков преподавался закон Божий, а для учеников иудейской веры – иудаизм. Несмотря на то, что в городе часто менялась власть, бывшая царская гимназия всегда оставалась образовательным учреждением. И только на период 41-46 годов здесь находился госпиталь. В 50-х годах здание обрело 3-й этаж. Сейчас строение принадлежит Брестскому государственному университету. На этом перекрестке улиц Советской и Мицкевича мы остановимся и вернемся назад, чтобы успеть на встречу с фонарщиком. С 2009 года каждый вечер, в любую погоду, фонарщик зажигает 17 керосиновых фонарей, установленных на главной пешеходной улице Бреста. Но на самом деле традиции этой уже 170 лет. Первые фонари на центральных улицах города установили в 1851 году по приказу градоначальника. Говорят, возвращаясь как-то из трактира, он не заметил в темноте столб и не смог с ним разминуться. После такого досадного происшествия градоначальник наказал установить в городе фонарные столбы. Тогда их было 69, а обслуживать их поручили 2 фонарщикам. Сегодня фонарей поменьше, и с работой справляется 1 человек. Фонарщик начинает свою работу на закате. Точное время можно посмотреть заранее на часах, которые мы уже видели в начале прогулки. Благодаря фонарям в городе появилась примета. Уличное освещение во всем Бресте включается ровно в ту минуту, когда загорается последний 17-й фонарь. Но фонари нужно не только зажигать, но и гасить. Поэтому рабочий день фонарщика заканчивается на рассвете. Говорят, если потереть пуговицу на кителе фонарщика, это принесет удачу. Желающих проверить это всегда много. Наша прогулка по главным достопримечательностям улицы Советской подошла к концу. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать видео. До встречи на следующей прогулке в новом городе.
Мы постараемся успеть все.